Здравствуйте, дорогие студенты. Меня зовут Зарина Муканова, и мы начинаем с вами цикл лекций на тему системы родства. Сегодняшняя тема у нас называется «Система родства кочевого общества и ее функции, дисфункции и наследие». И в этой лекции я хотела бы вам рассказать о кочевом обществе казахов, фокусируясь на особенностях его системы родства, которая позволяла кочевым казахам организовывать свой быт и пространство таким образом, что, несмотря на колонизаторскую политику Российской империи, которую продолжил в своем роде Советский Союз, уже будучи частично дисфункциональной ей, то есть этой системе родства, все же удалось сохраниться в памяти уже наверняка бывших кочевников казахов, в том числе и благодаря политике возвращения диаспоральных казахов. И целью этой лекции является познакомить вас, студентов, с понятиями системы родства и системы родства казахов-кочевников и научить нас видеть новый фокус или, так сказать, новый пласт в рассмотрении и изучении истории кочевников Центральной Азии. Итак, давайте приступим. Давайте поговорим о системе родства в общем. Для чего необходимо вообще изучать системы родства казахов? Во время изучения истории Центральной Азии в советское время зачастую игнорировался очень важный аспект, благодаря которому осознать и описать события, происходившие в степи, было сложно. И сама жизнь кочевников обрисовывалась как хаотичное или даже, наверное, мало поддающееся объяснению события. Действительно, логика и суть понятия тех или иных решений для кочевых племен, консолидации государств была совершенно иная, нежели у их оседлых соседей. И здесь речь идет не просто об иерархии, которая тесно, конечно, связана с параллельной системой генеалогического родства, но также и самой системой взаимоотношений внутри патрилинейного общества. Итак, давайте определимся в терминах. Что такое патрилинейность, патриархат и система родства? Патрилинейность — это такое унилинейное правило счета родства, учитывающее из поколения в поколение связи детей только с отцом. А патриархат — это социальная организация или социальные организации, в которой мужчина является основным носителем политической власти и морального авторитета, который осуществлял контроль над собственностью, а отцы и старшие члены мужского рода в семьях обладают, так сказать, лидирующим положением в системе. Что такое система родства? Система родства — это исторически обусловленные системы родственных отношений, которые представляют собой системы принципов группировки родственников и свойственников. Так, с терминами мы определились. А теперь коротко о существующих системах родства. Хочу заранее оговориться, что это достаточно сложная тема, поэтому мы просто, так сказать, поговорим в общем о том, какие существуют системы родства, чтобы вы просто знали, но не будем углубляться в их конкретные, так сказать, критерии определенные. Итак, существует 6 или иногда даже 7, в зависимости от теории изучения, типов родства. Это гавайское, иракесское, эскимосское, кроу, омаха, суданское и дравидское. И условно, подчеркиваю, условно, система родства у казахов и кыргызов, да, кочевников, относится к системе омаха. И хотя я в своей работе указываю на то, что казахская и киргизская системы родства имеют также сходные качества с системами родства дравидской и иракесской, но это уже такие при детальном рассмотрении. К системе родства омаха также принадлежат такие системы родства, как кыргызская, юмут-туркменская, ордос-монгольская, рандили в Северной или ирандили в Северной Кении. Их сходство определяется по отношению к родственникам по материнской линии. Если коротко, что такое система родства, то возьмем, к примеру, гавайский тип системы родства. Он самый простой, к которой, кстати, относится русская система родства. В гавайской системе родства для определения родственников по материнской и по отцовской линии используются идентичные термины, то есть братья, двоюродные братья, тети, дяди, бабушки и дедушки, что с материнской, что с отцовской линии, имеют одинаковое название. В системе родства казахов и генеалогический принцип жете-ата. Однако обратите внимание, пожалуйста, на то, что у казахов дела обстоят не совсем так. Вспоминается мне, когда я в детстве в свое время мучилась с осознанием того, что в казахском языке термины родства как-то не всегда совпадают с русскими. И было достаточно сложно перевести их правильно. Например, понятие «племянник» в казахском языке не всегда означало то, что оно означает в русском языке.
И мы с вами не будем углубляться в это сильно глубоко, как я и говорила уже, да, так как нашей целью не является подробное изучение системы родства. Тем не менее, мы сейчас определимся, каким именно критерием определяется родство системы Омаха. В системе родства казахов главным принципом является принцип Жети-ата. Принцип Жети-ата означает принцип 7 дедов, так называемых принцип 7 поколений. То есть каждый член общества, независимо от гендерной принадлежности, должен был знать как минимум имена 7 своих предков, начиная со своего отца. Помимо этого, необходимо было знать название своего рода, ру. Что для этого требовалось? Да? Для чего это требовалось? Это требовалось для того, чтобы при выборе брачного партнера член общины мог понимать и определить то, что их 7 дедов не совпадают, ибо на это был очень жесткий запрет. Институт или принцип Жети-ата подразумевал жесткую экзогамность по мужской линии. Это и есть, называется, экзогамность, то есть внутри 7 поколений браки не разрешались. То есть, иначе это была бы эндогамная система. Да? Интересно, что именно по мужской линии, да, например, разнополые дети 2 братьев не могли жениться, не могли быть потенциальными брачными партнерами, в то время как разнополые дети 2 сестер, называемые бөле, то есть близкое к казахскому слову бөлек, отдельный, были потенциальными брачными партнерами. Знания о своем роде и предках записывались в шежире. Ну, как сказать, записывались в кочевом обществе, так сказать, мы помним, что была культура, устная культура, поэтому шежире запоминалось. Сегодня шежире, конечно, ведутся письменно, и в традиционном обществе шежире заучивались наизусть, то есть все генеалогическое древо. Кто кому кем является. Сегодня, наверное, существует тысячи шежире, если не больше, об отдельных ответвлений родов, до полных описаний родов и жузов. Итак, поговорим теперь о иш-журт, да, так сказать, о группах родственников. В казахской системе родства существует 3 вида родственников. Өс-журт, свой род, нағашы-журт, родственники по матери, и қайын-журт, родственники по жены. Но это для мужчины. Для женщины идет несколько иная терминология. Для женщины, однако, первая группа родственников өс-журт, свой род, это род ее мужа. Вернее, когда она выходит замуж, это род ее мужа становится ее өс-журт, по некоторым источникам. Да? Так как у казахов считается, что кыз жат-журт, то есть девушка принадлежит другому роду. То есть дочь принадлежит чужому роду. Ведь после ее замужества род ее отца переименуется в слово «төркіндер», они имеют уже другой статус. И в связи с этим она переезжает, в связи с тем, что она переезжает в ставку ее мужа и отныне живет там и как бы помогает продолжать развиваться роду ее мужа. В этом подробно мы поговорим в 3-м блоге, посвященном женщинам. Итак, казалось бы, на данном этапе мы не видим никаких сложностей, мы определились с терминами, мы определились с группами родственников, и все довольно-таки, можно сказать, предсказуемо. Однако, если мы посмотрим глубже термины родства, то мы видим какую-то своеобразную логику, которая исходила из необходимости сохранять связи на расстояниях. Начнем с того, что понятие единоутробных братьев и сестер в казахском языке, да, не то чтобы не существовало, оно было, но его смысл не имел такого, так сказать, такого значения, как, скажем, в других системах родства, да, или которым мы думаем, что оно имеет. Да. Во-первых, не существует понятия брат или сестра в казахском языке. В казахском и кыргызском, да, языках существует понятие ага, старший брат, или апке, старшая сестра, или энне, младший брат, или сынгли, младшая сестра по отношению к старшей сестре, или карындас, младшая сестра по отношению к старшему брату. Эти же термины используются в обозначении братьев и сестер отца и так далее. То есть это тети, дяди, грубо говоря, если переводить на русский язык, нам понятный. То есть для них не существовало отдельных терминов типа дяди или тети. То есть те же самые термины использовались, те же самые термины для братьев и сестер использовались. Я сейчас не буду слишком подробно рассказывать, какие именно дополнительные термины используются, чтобы вас не путать. Нужно уже просто хотя бы переварить эту информацию. То есть о чем мы говорили, что принцип старшинства имел главную роль. Никогда не было
одинакового, ну то есть не было равного тебе, всегда был кто-то старше или кто-то младше. Это был первый момент, который нам нужно было усвоить и понять. Итак, значит, поговорим о патрилинейности. Второй момент – это то, что мы должны задаться вопросом. Существует ли понятие внук, правнук и так далее? Да, но только по отношению к сыну сынам, то есть к детям сыновей, но не к детям дочери, ну, то есть не к детям дочерей. Сын, рожденный от сына, зовется Немирия и не просто является наследником своего отца, деда и остальных предков по мужской линии. Он является определенной действующей единицей, то есть уникальной единицей, находящейся в системе смыслов не только родственных отношений, но и в общее поле действия кочевников. Это как бы в общем, да, момент. Теперь мы поговорим о гендерных принципах, и уже мы отметили значимость, да, старшинства. Видите ли вы сейчас, например, вы можете сейчас определить паттерны поведения, которые могли бы вам объяснить сегодняшнюю реальность? То есть благодаря тому, что вы сейчас узнали, наверняка вам стало это более понятно. Я на это надеюсь, конечно. Конечно, я думаю, что вам стало понятно, откуда берет корень казахский этикет. Это с годами выстроенная система ценностей. Вы об этом уже слышали и наверняка не раз читали. Об этом трубят все консервативно настроенные. Однако сегодня мы могли бы посмотреть на некоторые моменты истоков этого этикета. Откуда и почему родились те иные правила, которые живы до сих пор сегодня и зачастую сильно романтизированы и сентиментализированы. А все потому, что нет ответа на вопрос, почему именно так происходит, почему именно так сложилось. Идеализация традиций, этикета, исторических личностей – это все часть нашей реальности. Но если задаться вопросом, откуда растут корни этих традиций, получить хотя бы нащупать ответ, то романтический образ как бы кочевника, свободного и свободолюбивого, как бы, можно сказать, растворяется. Итак, вопрос гендера мы будем обсуждать уже в последнем блоке наших лекций, однако хочется отметить вопрос, был ли важен гендер в кочевом обществе. Конечно, если мы говорим о патрилинейном обществе, учитывая все те принципы, которые мы уже указали, в кочевом обществе было четкое разделение по гендерному принципу. Однако нужно учитывать то, что старшинство также играло и до сих пор играет важную роль, и не последнюю роль, да. К примеру, представьте себе, сейчас в комнату заходит пожилая женщина. Вы сразу наверняка начнете уступать ей место. Ну или, например, это в автобусе происходит. Неважно, зайдет пожилая женщина даже или пожилой мужчина, вы, подчиняясь негласным каким-то правилам, начнете уступать ему или ей место. Видите, гендер здесь не будет важен, здесь будет важна роль старшинства, что этот человек пожилой, ему наверняка нужно уже уступить место, потому что ему тяжело стоять и так далее. Хотя, наверняка, если гипотетически предположить, что в комнату заходят оба, то есть пожилой мужчина и пожилая женщина, вы уступите место все-таки женщине. Об этом стоит задуматься. Да? Или внутри семьи, например, среди детей, старший ребенок и младший ребенок в кочевой коммуне имеют слегка разные права. Ну, не слегка, а, конечно, так сказать, разные. Да. Поэтому уникальность системы родства кочевников состоит именно в том, что ни одна роль и ни одно место человека не повторяется. Нет двух одинаковых идентичных членов, включенных в систему родства казахов. Итак, давайте поговорим теперь коротко о кланах, ру и племя. Определимся с терминами. Теперь, когда мы поняли, что такое патрилинейность, мне бы хотелось объяснить, что такое клан, род и ру по-казахски. То есть есть еще такое понятие, так же как ксюек и племя. В советской и досоветской литературе о родах, входящих в состав трех жузов, так же как и народности, населявшие территорию Центральной Азии, называли племенами. И здесь, ведь действительно эти группы людей, родственных друг другу и относящихся к одной этнической группе, можно было бы назвать и так. Все дело в том, что как назвать, конечно. Однако за последние 30 лет, если не больше, наверное, от этой терминологии стали понемногу отказываться. Однако я считаю, что подобная проблема была вот в чем. Дело в том, что племя и род – это не совсем одно и то же. И есть различия, есть различные группы людей, которые кочевали в степи, они объединялись друг с другом против общих врагов там, или еще чего-то. Их можно назвать племенами.
Позже, когда они стали объединяться и консолидироваться в фиксированные объединения и называть себя жузами, да, в данном случае мы знаем, что в Казахстане на территории Казахстана существует до сих пор 3 жуза, о которых вы поговорите позже на лекциях Жаксылыка Сабитова. В этом случае, например, то есть они создают какие-то определенные союзы, да, наподобие союза советских социалистических республик, да, в 20 веке. И в этом случае старейшины родов, представители родов собирались и решали, что теперь они объединяются. Никто доподлинно не знает, как и почему они объединились, для чего они объединились. Но представим себе картину, как собрались аксакалы крупных родов, знатные представители и договорились быть братьями. Они договорились, что им необходим такой сильный союз, который будет нерушим веками, и легитимность которого сложно будет оспорить. И они придумывают общую генеалогию. Ну, это одна из версий, конечно, да. Мы знаем, что в истории каждый новый строй переписывает заново, но чтобы сконструировать наше настоящее, нужно, конечно, деконструировать и переписать прошлое. К сожалению, так все и работает. Да. Возможно, они, скорее всего, и их предки состояли в каком-то отдаленном родстве, да, но это не точно. И они создают какое-то определенное генеалогическое дерево, обновляют его, утверждают какие-то определенные правила, которые с того момента начинают действовать. И это было действительно удивительное событие. Теперь поговорим, да, в продолжении этой темы можно было бы рассказать об усыновлении. Да? Многие малочисленные и мелкие племена, ввиду своей политической слабости, были усыновлены или приняты в род. И это не единичный случай, об этом также говорит, подробно пишет Шокан Валиханов. И мы можем обсудить это в дискуссии. Да. У кочевников существовали определенные правила усыновления. И хотя кровь, конечно, играла большую роль, тем не менее это было возможно. До сих пор существует практика отдавания первого внука дедушке и бабушке, однако здесь также нет строгих правил, это может быть дедушка и бабушка со стороны по материнской линии или по отцовской линии. И отдавать детей бездетным родственникам тоже есть такие правила. И дети усыновленные, обычно усыновленные дети принимают фамилию, так сказать, отца-усыновителя. Да? Итак, в заключение хотелось бы сказать, представьте себе, что мы сейчас говорим о кочевниках и об их родственных отношениях как определенной матрице смыслов и правил, в которой действовали индивидуальные судьбы, и которые эти судьбы подчинялись, и выход из этой матрицы, то есть нарушение этих правил приводило к какому-то определенному наказанию, потому что все должны были действовать по определенным правилам. То есть сейчас мы пытаемся понять смысл этих связей, и с помощью определения или причисления этих связей к уже существующим системам родства, чтобы описать эти связи, описать их уникальность, которая была порождена пространством и временем, географическим ареалом и историческими событиями. Я убеждена, что понимая даже, или даже хотя бы пытаясь понять принцип родственных связей у казахов-кочевников, мы могли бы понять смысл определенных событий и паттерны поведения личности в истории или, например, даже сегодня. И для нас уже не будет казаться странными они и непонятными. Также, конечно, это понимание является ключом к объяснению событий, происходящих сегодня. Почему те или иные личности поступили именно так, а не этак? Ну, об этом вы будете говорить в 3-й лекции вместе с Жаксылыком Сабитовым. Спасибо вам большое.